Следующая игра у нас называется «Большие гонки». Для этой игры нам понадобится игровое поле. Оно у нас будет на странице 36. И протокол на каждого ребенка. То есть этот протокол есть на странице 37 или в конце тетради. Лучше всего, если в эту игру будут играть либо 3, либо 4 ребенка. Я сейчас покажу, как играть вчетвером. Мы берем в начале игровое поле, большие гонки и нумеруем на нем клеточки. Нам нужно пронумеровать от 1 до 12. Берем, значит, фишки. На каждого игрока должны быть свои фишки. Вот здесь я возьму для одного игрока серые фишки. Для второго игрока у меня такие голубо-белые фишки. Для третьего игрока у нас подойдут оранжевые фишки. И для четвертого у меня нет столько фишек, мы берем монетки. Для этой игры подойдут и пуговицы, и монетки, и марблс. Все, что у вас есть под рукой. Первого ребенка мы просим выбрать себе числа, за которые он будет отвечать. Он, например, выбирает цифру 1. Он любит получать пятерки, поэтому цифру 5. И он, например, любит девятку, потому что он живет на 9 этаже. Следующий ребенок выбирает себе следующие цифры. Например, он берет 2, 7 и 12. Следующий ребенок выбирает следующие цифры. И последний выбирает себе то, что осталось. У нас осталась 8, 10 и 3. Я сейчас буду вести протокол для ребенка, у которого цифра 3, у которого цифра 8 и у которого цифра 10. Но поскольку у нас 3, она немного клеточек занимает, я могу отделить для этого числа поле вот такой ширины. Дальше нам нужно поле ширины не меньше 8 клеток. Вот где-то 9 я возьму, так будет удобно. И для следующего игрока нам нужны, значит, поле не меньше 10. Ну, тут позволяет и то, которое. И ребенок подписывает. Это у него протокол до цифры 3. Этот протокол у него для цифры 8. И этот протокол 10. Дальше дети начинают по очереди ходить. Мы выкидываем число на кубике. Выпало число 4. У ребенка, у которого 4, он делает шаг на одну клетку. Следующая выпала у меня цифра 9. У меня 9 нет, ходит ребенок, у которого 9. Следующая выпала, например, цифра 10. Это мой игрок, и поэтому она выпала как 6 и 4. Поэтому в протоколе он рисует свое число. Оно у него получается с помощью цифры 6 и с помощью цифры 4. Получается 10. Он фиксирует в протоколе способ, каким получилось его число с помощью кубика. Делаем следующий вход. Следующее выпало число 9. Девятка опять ходит на один кубик, на одну клеточку. Выпало число 7. 7 ходит на одну клеточку. И так дальше. И у нас ребенок каждый раз, когда выпадает его число, он ведет протокол. Итак, если выпадает 3, она, например, выпадает как 2 и 1, она всегда выпадает как 2 и 1. Он рисует, значит, в протоколе, что у него выпало 2 и 1. И так игра доходит до конца. Когда у нас игра доходит до конца, у нас есть некое распределение. То есть у нас получится так, что цифры, которые в серединке, у нас быстрее дойдут до последнего уровня, чем те, которые в начале, а единичка вообще никуда не стронется. И когда у нас гонка достигнет этого края, мы просим детей сложить все протоколы и посмотреть, почему же у нас цифры 7, 8 и 6, они быстрее всего дошли до финиша. Дети посмотрят, и тут они должны сами прийти к выводу, почему эти цифры быстрее доходят, потому что
они получаются с большим количеством комбинаций. Например, семерка у нас получается комбинацией 1 и 6, 2 и 5, 2 и 5, 3 и 4. Притом на двух кубиков выпадает то одно, то другое число. Комбинаций для цифры 7 гораздо больше, чем комбинаций, например, для цифры 2. Для нее должно обязательно выпасть только 1 и 1. И вы просите самих сделать выводы, почему именно одни числа у нас получаются чаще, чем другие. Эта игра развивает у детей состав числа, потому что они заполняют вот эту табличку, и они видят, каким способом вообще можно получить число. Оно развивает у них зачатки теории вероятности. Они смотрят на вероятность события и могут увидеть это наглядно. Если вам кажется, что эта игра не особо интересна для детей, то попробуйте с ними в нее сыграть. Когда я стала играть с детьми в эту игру, мне казалось, что они сыграют один, два раза. Но когда на 20-м занятии мне опять все дети кричали: давайте играть в большие гонки, я поняла, что эта игра для них интересна, потому что каждый раз, а вдруг получится по-другому. Это мы, взрослые, знаем, что по-другому навряд ли получится, но для детей это не очевидно. Пока они не наиграются в цифры настолько, насколько, чтобы им стало понятно, в чем дело, они будут играть, потому что для них это все равно новое открытие, новый эксперимент, новое исследование. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ждите новых роликов и объяснений новых игр. До свидания.